Решение задач по физике, как правило, даются какие-то значения, какие-то табличные данные, какие-то известные физические константы. Но, как правило, результатом нужно найти какую-то величину. И это сводится к решению уравнений разного уровня. Посмотрим на самые простые уравнения. Помним, как мы можем решать уравнения и какие можно использовать для этого приемы. Возьмем самое простое уравнение. Х отнять 3 равно 4. Считается левая часть, это считается правая часть. Если мы к левой части и к правой части добавим одно и то же самое число, уравнение не поменяется. Добавим число, например, 5. Х минус 3 прибавить 5 равно 4 прибавить 5. Посмотрите, здесь у нас будет х равно чему? 3 прибавить переносим сюда, х равно 7. Так, здесь что получается? Х, если мы все перенесем сюда, х минус 3 будет плюс 2, х плюс 2 равно чему? 9. А если эту двойку переносим сюда, то тоже получается 7. То есть не меняем. Если мы к левой и правой части уравнения, всего уравнения, отнимем какое-то значение, минус 3, минус 2 и 4, минус 2, вот эта двойка, она одинаковая, мы внесли ее, значение тоже не поменяется. Ну, смотрите, тут будет минус 5, так, минус 5. Тут останется сколько? 2. Минус 5 переносим сюда, получается х равно 7. То есть не поменялось. Еще хотел бы обратить такое внимание на то, что если к правой и левой части добавить одинаковые выражения, не просто числа, а выражения, в физике это часто бывает, то есть х отнять 3, мы добавляем выражение, возьмем скобочку, ну, скажем, какое-то первое выражение, умножение, деление, но внутри скобки может много разных операций, равно 4 прибавить это же самое выражение. То есть, если мы прибавляем к левой и правой части одно и то же выражение, оно не меняется. Таким же точным образом все это будет выглядеть, если мы проведем операцию вычитания. То есть, либо плюс, либо минус, но знаки при этом выражении с левой и правой, и с левой части знак при этом выражении и правой части должен быть один. Если мы перенесем это выражение, допустим, в правую часть, оно сократится, либо с пятой части перенесем сюда, оно тоже сократится, если... То есть, по сути дела, мы добавляем 0. Значение самого результата не поменяется, если мы и левую, и правую часть этого уравнения умножим на одинаковое число. Еще раз говорю, левую и правую часть. То есть, левая часть вся мы умножаем на 2, равно правой части всей, правая часть вся, это у нас только четверка, умножаем на 2. То есть, это не меняет. То же самое получается, если мы разделим и левую, и правую часть на одинаковое значение, тоже не поменяется. Ну, скажем так, х отнять 3 разделить на 3 равно 4, что делится тоже на 3. В данном случае здесь одинаковое значение и одинаковая операция. Деление, тут умножение, тоже не меняется. Но такой вид, он не совсем удобен будет для того, чтобы каким-то образом наглядно проводить какие-то операции. Поэтому лучше записать вот таким образом. Х отнять 3 – это левая часть. Делится на 3, вот так, дробим. И правая часть, что делится тоже на 3. Аналогично это правило подходит к тому, что если левую часть и правую часть умножить на одинаковые выражения, дробь тоже не поменяется. Ну, как это выглядит? Ну, допустим, х минус 3 – это левая часть, вся левая часть. Множим на какое-то выражение. 2. Напишем. Там может быть много операций, но разных выражений. Равно правой части, что множится на точно такое же выражение. То есть не меняется значение результата. Решение этого уравнения будет одинаковым во всех вот этих примерах, которые я только что привел. То же самое будет выглядеть, если мы левую и правую часть разделим на какое-то выражение. То есть х минус 3 мы поделим на какое-то выражение, где и правую часть мы тоже делим на такое же выражение. То есть выражение одинаковое. Этими приемами воспользоваться для решения задач, которые дадут возможность и сократить кое-что, и упростить кое-что, чтобы не было так слишком громоздко. Во всяком случае, эти методы, и не нужно забывать, что такое можно делать соответствующим с любым уравнением. В физике очень часто сводится к тому, что нужно решать систему уравнений. То есть там получается несколько неизвестных, может быть 2 неизвестных, может быть больше неизвестных, но рассмотрим систему уравнений из 2 неизвестных. Пусть это будет х минус y равно 2, х плюс y равно 6. Я супер крутые сложности в уравнении нарисовал, для того, чтобы было более-менее понятно и наглядно, чтобы нечего сейчас усложнять какими-то сложными операциями, нужно показать принцип. Это первое уравнение в этой системе уравнений, это второе. Рассмотрим несколько способов решения этого уравнения. Решается практически устно, но
сделаем это дело развернуто и показательно. Делаем первый способ. Давайте с первого уравнения найдем x и подставим его во второе уравнение. Вот берем первое уравнение. X минус y равно 2. Отсюда x равно, переносим y в правую сторону. 2 прибавить y. Теперь берем второе уравнение, которое у нас записано как x плюс y равно 6. Вместо вот этого значения x, вот у нас уже значение y есть. Что мы сделали? Мы подставляем сюда вместо x вот это выражение, то есть 2 прибавить y. Мы возьмем его в скобки, вроде бы как вместо x мы подставили. Прибавить y и равно 6. Что мы сделали? Мы заменили два неизвестных в каждом уравнении одним неизвестным в одном уравнении. То есть открываем скобки, 2 прибавить y равно 6. Двойку переносим сюда, здесь сводим подобные члены. То есть получается 2y равно 6 отнять 2 равно 4. Итого y равно 2. И x сразу можно определить. Он уже за нас определен. Вот он определен x. X равен тогда y плюс 2 или плюс двоечка. То есть получается 2 плюс 2 равно 4. То есть это один метод решения уравнения. Просто обычной замены. Давайте посмотрим второй метод решения уравнений. Тоже вот второй метод. Мы знаем о том, что к уравнению, к левой и правой части можно добавить одинаковые значения. Вот здесь. Мы писали, что в левой части добавили пятерку, в правой части добавили пятерку. Вот посмотрите, если мы к этому уравнению, которое первое уравнение, добавим какие-то значения, может быть и выражение добавим, оно не поменяется. Но ведь второе уравнение – это знак равенства. Это значит, шестерка и вот это x плюс y – это, по сути дела, одинаковые величины. Значит, мы можем прибавить к первому уравнению второе уравнение вот без опасений. Почему? Потому что это два равенства. Добавим x минус y, первое уравнение напишем, и добавляем уравнение x плюс y. То есть сложим две левых части. Прибавить x плюс y. И равно чему 2 прибавить 6. Давайте раскроем дужки, скобки и сразу здесь выполним операцию сложения. То есть x отнять y плюс x прибавить y, скобки открываю, равно 8. Итого, смотрите, y у нас сократился, потому что он имеет разные значения. Тут плюс, здесь минус. То есть 2x равно 8. Отсюда x равно 8 поделить на 2 равно 4. Обратите внимание, что здесь x равен 4. И здесь мы получили x равен 4. Разные методы решения, но результат получили один и тот же. Такой же точно можно результат получить, если мы от первого уравнения отнимем второе уравнение. Причем левую часть отнимем левую часть, правую часть отнимем правую часть. Давайте это дело сделаем. То есть x отнять y – это левое. Это первое уравнение. Отнять второе уравнение. X прибавить y. Смотрите, я специально пишу это дело в скобках, для того, чтобы потом не ошибиться в знаках. И вам то же самое советуйте, если будете решать подобные уравнения. Равно чему? От первой правой части отнимаем вторую. Отнимаем вторую правую часть. Открываем скобки. Что мы получаем? X отнять y. Отнять x и отнять y. Тут же минус стоит. Равен чему? Равен минус 4. Смотрите, здесь x сократился. Что мы получили? Минус 2y равно минус 4. Можно их поменять местами, а можно домножить. Без разницы. Можно домножить на минус единицу и левую часть, и правую часть. А можно просто перебросить сюда четверка, а сюда 2y. Оно одинаково. Получится у нас положительное значение. Ну, давайте домножим на минус единицу и левую и правую часть. Ну, то есть минус единица мы множим на минус 2y равно минус 4, что множится на минус единицу. Что мы получаем? Минус на минус дает плюс. Это 2y равно 4. Отсюда y к чему равен? Двойка. Обратите внимание, здесь была двойка и здесь двойка. Метод, так сказать, несколько разный, но результат один и тот же. А изменится ли результат, если мы, скажем, к левой части первого уравнения прибавим часть второе уравнение? Правую часть второго уравнения. А правой части первого уравнения прибавим левую часть второго уравнения. Изменится ли результат или нет? Но он не должен измениться. Почему? Потому что мы прибавляем одинаковые величины. Если мы прибавим к левой части шестерку и прибавим это выражение x плюс y, прибавим к правой части, то есть x плюс y же тоже равен 6. Вот поэтому, в принципе, не должно не поменяться. Но давайте посмотрим, насколько это будет выглядеть. И вот такая операция. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот x минус y – это левая часть первого уравнения. Прибавляем шестерку. Смотрите, это правая часть второго уравнения. Равна чему?
равно двойка прибавить x плюс y. Видите? То есть мы даже поменялись. Раньше прибавляли левую к левой, правую к правой, и отнимали точно так же. А сейчас просто перепутали их местами. Ну и что? Они-то одинаковые. X плюс y и шестерка же одинаковые. Поэтому мы можем как туда, так и туда прибавлять. Откроем скобки. X минус y плюс 6 равно 2 прибавить x, прибавить y. Смотрите, x тут сократятся, потому что они имеют одинаковое значение. Переносим y сюда, а двойку переносим сюда. Минус переносится сюда, двойка переносится сюда. 6 отнять 2 равно сколько у нас будет 2y. Итого 4 равно 2y. Y равен двойке. То есть независимо от того, каким образом мы решали это уравнение, если мы его решали логично и правильно, используя те знания, которые мы получали из того, что уравнение не меняется, если мы добавляем и к левой части, и к правой части одну и ту же самую величину, мы спокойно получаем одинаковый результат. Зависимо от того, какое это будет уравнение, можно использовать либо первый, либо второй метод. И третий метод, который я хотел бы еще раз подчеркнуть, это тот метод, который сразу определяется, можно удалить сразу какую-то одну переменную. В данном случае вот это первое уравнение x минус y равно 2. Давайте распишем так, чтобы в левой части была одна переменная, а в правой части была вторая переменная. Перенесем y сюда. Что мы получаем? X равен 2 прибавить y. Такую же точную операцию сделаем и со вторым уравнением, которое записывается как x плюс y равно 6. Значит, x оставим с одной стороны и y перенесем в другую сторону. Будет 6 отнять y. А теперь мы знаем о том, что уравнение можно разделить и левую, и правую часть на одинаковые выражения. Возьмем вот это первое уравнение, которое мы преобразовали, и разделим его на одинаковые выражения. Где у нас одинаковые выражения? Ну, мы можем любое взять. Но давайте возьмем уже готовое. Вот она записана, как вторая часть. Вот она. Это равно этому. X равен вот этому значению. То мы можем использовать его как с одной, так и с другой стороны. Поэтому желательно использовать его с одной стороны. Почему? Потому что если мы разделим, тогда x сократится. Вот посмотрите, что у нас получится. X первое с первого уравнения делим на x со второго уравнения. Теперь 2 плюс y с первого уравнения делим на 6 минус y со второго уравнения. Вот мы что получили. Теперь смотрите, x у нас сократится. Вот этот и этот. Что мы получим? Не 0. Мы получим здесь единичка и здесь единичка. То есть вот это все выражение будет равно единице. То есть вместо того, чтобы иметь сейчас два неизвестных в одном уравнении, как правило, вот здесь вот все записано, мы им теперь имеем одно неизвестное в одном уравнении. Перепишем это 2 прибавить y, разделить на 6 минус y равно единице. Давайте избавимся от знаменателя. Что для этого сделаем? Домножим это все выражение, и левую, и правую часть домножим. Вот эту скобочку на 6 минус y. Мы домножаем и правую часть на это выражение, и левую часть. Переписываем 2 плюс y, скобочку возьмем. Разделить на 6 минус y, тоже скобочку возьмем. Мы домножаем теперь левую часть. 6 минус y, скобочка, равно единица, что множится на скобка 6 минус y. Что у нас здесь получается? Вот два одинаковых выражения. Эту дробь можно сократить без изменения ее значения на два одинаковые выражения. Сократим это на вот эту скобку 6 минус y. У нас получается тогда здесь 2 плюс y умножится на единицу, делится на единицу равно 6 минус y. Ну, единица в знаменателе, это считайте, что нам подарок. И теперь у нас получается, умножаем на эту единицу тоже дробная величина, множители, она практически не меняет ситуацию. 2 плюс y у нас получается равно 6 минус y. Давайте теперь этот y перенесем сюда, а двоечку перенесем сюда. Сколько у нас получится? 2y равно 6 минус 2. Итого y равен 2y равно 4, y равен двойке. То есть результат получается такой же точно. В данном случае мы провели такую операцию деления, если у нас одинаковый x без множителей. То есть тут x единичка, которая стоит у него с коэффициентом, и здесь x единичка. Ну а что будет, какой будет этот результат, если коэффициент будет, скажем, не единица? Я сейчас специально второе уравнение немножко изменю. Первое уравнение сделаю x минус y равно 2. А второе уравнение умножу все это дело на 2. То есть двойка умножена на x плюс y и равно 6, что умножится на 2. То есть я умножил это дело на 2, и правую часть, и левую часть, оно не меняется. Но в данном случае мы получили такую ситуацию. 2х прибавить 2y равно 12. То есть вот теперь у нас есть два уравнения. X минус y равно 2 и 2x плюс 2y равно 12.
Посмотрим, как мы тогда вот этим методом деления можем избавиться от одной переменной, ну, скажем, x. Опять же, переписываем x равно 2 плюс y. Здесь у нас получается 2х равно 12 минус 2y. Можно было, в реальной ситуации, если вы будете работать уже с конкретными значениями, можно сократить на двойку, получить одинаковое значение. Но я специально сокращать не буду, покажу реально, что это ничего страшного нет. Все это просматривается и вот в дальнейшем решении. Вот мы делим теперь левые части, правые части. X мы делим на 2х равно 2 плюс y делим на 12 минус 2y. Здесь у нас сокращение иксов происходит. Что мы получим? Получаем единичка, что делится на 2, потому что мы вместо х тут обязательно оставляем единичку, равна 2 плюс y, что делится на 12 минус 2y. Ну, что будем делать? Будем освобождаться от знаменателей. Какой мы знаменатель выберем? Ну, давайте, для того, чтобы вот это, нам надо домножить на вот этот знаменатель, на 2. На 12 минус 2y, он тогда убирает здесь. Чтобы убрать эту двойку, надо еще домножить на 2. Что мы получаем? Посмотрите. С левой части что мы получаем? 1/2 множится на вот этот знаменатель, который мы добавим, умножим оба, и левую, и правую часть, на вот это выражение. Множится на 12 минус 2y, что множится на 2. И равно чему? Равно вот этой дроби 2 плюс y, что делится на 12 минус 2y. И здесь вот скобочки умножить на 2, что 12 минус 2y. Что у нас произошло? В левой части у нас двоечка сократится. Вот тут у нас осталось 12 минус 2y. В правой части что мы получим? У нас сократится вот это выражение в числителе, в знаменателе. Мы получаем 2, что множится на 2 плюс y. Откроем эти скобки, мы получим 4 плюс 2y. Перенесем четверку сюда, а 2y сюда. Значит, пишем 12. Получается минус 4 равно чему? Равно 4y. Итого 8 равно 4y. Отсюда y равен 8 делить на 4, получаем 2. То есть независимо от того, что каким-то образом мы установили пропорциональность, вот это 1/2, это просто число, оно не меняет нам результата операции. Главное, что мы здесь сделали, мы убрали значение одной переменной, оставив специально только одну переменную. Мы могли бы y оставить, просто как пример, взяли x. В данном случае вот здесь y тоже равен 2. Обратите внимание, что y здесь равен в этом методе решения 2. y равен 2 в этом методе решения. y равен 2 в этом методе. И y равен 2 здесь. Как бы мы ни решали, если мы решали верно и с учетом правил, которые используются при решении уравнений и при использовании их изменения, то есть, допустим, добавление, умножение, мы получим правильный результат. Таким образом, я хотел обратить внимание на решение уравнений, которые придется в будущем решать очень часто. Почему? Потому что в физиках задач, как правило, ищется какая-то неизвестная величина. А что такое неизвестная величина? Это и есть решение уравнений разной сложности.